Сегодня приготовим холодный суп. Беру свежее филе и закладываю его в 2-литровую кастрюлю с холодной водой. Когда первая вода закипит, сливаю воду. Заливаю снова. Снимаю пенку после повторного закипания, подсаливаю и варю минут 15, чтобы само мясо внутри не осталось пресным. Дальше полностью охлаждаю бульон. Мясо оставляю при этом в кастрюле. Нарезаю курицу кубиком и высыпаю в салатник. Вы, конечно, можете использовать обычную кастрюлю, в которой будете хранить окрошку в холодильнике. Заранее отварила картофель в мундире и также охладила. Нарезаю кубиком. Беру огурец и также нарезаю. Если шкурка слишком плотная или горькая, я ее счищаю. Следом в салатник отправляются 3 средних яйца, которые я тоже нарезаю кубиком. Мы постепенно подошли к редиске. Это тот самый ингредиент, который задает правильное весеннее настроение и легкую пикантную остроту. Если вы ее не любите по каким-то причинам, то можно и не добавлять. К нарезанным овощам и мясу я добавляю сметану и немного майонеза. Кладу щепотку соли, лимонную кислоту буквально на кончике чайной ложки. Не спешите высыпать сразу много кислоты. Делаю так. Сначала совсем чуть-чуть насыпаю, а потом, когда залью бульон и все хорошо перемешается, то начинаю доводить до вкуса. И чайная ложка горчицы. Она придаст нашему холодному супу характер. Постепенно начинаю вливать охлажденный бульон и аккуратно перемешиваю. Есть важный технический нюанс. В холодном бульоне соль и лимонная кислота растворяются значительно медленнее. Поэтому мешайте тщательно, прежде чем снимать первую пробу и добавлять что-то еще. Добавляйте горчицу в окрошку. Поделитесь своими предпочтениями в комментариях. Дальше беру свежий укроп и много зеленого лука. Нарезаю все мелко. Сейчас самое время добавить еще щепотку соли или пару крупинок лимонной кислоты, если вы чувствуете, что вкус еще не раскрылся до конца. А теперь покажу вам дополнение к нашему вкусному супу, которое делает всю трапезу по-настоящему завершенной. Беру пару кусочков свежего хлеба, наношу на него сеточку майонеза и сверху щедро посыпаю мелко нарезанным зеленым луком. Как вам такое сочетание? А может быть, вы предпочитаете добавлять к окрошке дольки слабосоленой селедки? Напишите, как в вашей семье едят окрошку. Конечно, по всем правилам окрошки хорошо бы настояться в холодильнике хотя бы 1 час, чтобы все ингредиенты пропитались и она приобрела более насыщенный вкус. Но когда на кухне стоит такой запах свежей зелени, удержаться и не съесть первую порцию прямо сейчас просто невозможно. Если вам понравился рецепт, поставьте лайк под этим видео. Спасибо за ваши теплые слова в комментариях. Они очень вдохновляют меня на новые кулинарные рецепты. Приятного аппетита!